Всем привет! Меня зовут Елена, вы на канале «За мечтой дайвинг и путешествия», и сегодня мы отправляемся в отпуск нырять на Филиппины. Но для начала до дайвинга надо доехать. И в этом видео я покажу дорогу до двух популярных мест для дайвинга на Филиппинах – острова Малапаскуа, где можно увидеть акулу-лисицу, и курортного местечка Малбоул со знаменитым ходом сардин. На Филиппины мы летим из Таиланда. Летим мы до аэропорта на острове Себу с пересадкой в международном аэропорту Манилы. И пока мы грузимся по необычному трапу в самолет в Маниле, я расскажу о наших планах. Сначала мы решили отправиться на остров Малапаскуа, а Малбоул оставить на вторую половину отпуска, так как оттуда проще добираться до аэропорта Себу. Изначально мы поставили себе задачу добраться до Малапаскуа одним днем, что на самом деле не очень просто, так как общественные лодки до острова ходят до 5 или до 5:30 вечера, и если опоздать, то придется ехать на частной лодке, что естественно стоит намного дороже. Наш самолет прилетал в Себу около 12 дня, что оставляло нам примерно 5 часов на всю дорогу. Судя по отзывам в интернете, наша цель была не то что невыполнимая, но слишком многое зависело от трафика на дорогах и удачи. Поэтому, приземлившись в Себу, мы сразу рванули на такси на автостанцию. В интернете советовали ехать на микроавтобусе, так как это будет быстрее, хотя и менее комфортно. Про комфорт это еще мягко сказано. К счастью, из багажа у нас была только одна дайверская сумка, потому что с чемоданами в микрик поместиться было бы вообще нереально. Сидеть пришлось в обнимку со своими рюкзаками и случайными филиппинцами. Кстати, на обратном пути мы поступили умнее и просто заплатили за еще одно сиденье и скинули рюкзаки на него. Через 4 часа и 600 филиппинских песо на двоих по Зизю мы таки приехали в порт немного раньше 5 вечера. И на следующее утро мы проснулись совсем не на острове Малапаскуа, а в деревне рядом с портом. Когда мы приехали на пирс, других желающих ехать на остров не оказалось. Естественно, местные лодочники стали намекать на необходимость платить за приватную лодку. До 5:30 оставалось еще полчаса, и мы сказали им, что подождем. Через несколько минут на пирсе появилась веселая и явно местная филиппинская семья, увешанная пакетами и коробками. Но лодочники не унимались и все равно хотели денег за приват. Вроде как теперь люди есть, но меньше, чем нужно. Мы немного поторговались, предлагая заплатить за троих. Торг включал в себя дурацкие попытки лодочников убедить нас, что местные тоже никуда не поедут сегодня. Ага, с кучей коробок, конечно. И отелей-то рядом нет, и ночевать тут вообще негде. В итоге они выбесили нас окончательно, и мы ушли в закат по Google карте искать ночлег. Как видите, ночлег был успешно найден с помощью других местных жителей, которые оказались очень доброжелательными. И теперь нам предстоит вторая попытка доехать до острова Малапаскуа. Утром, кстати, нас и немецкую пару опять пытались развести на приват, но намного скромнее. Видимо, присутствие начальства мешало. Но через полчаса народ таки собрался, и мы выдвинулись на остров. Едем на традиционной филиппинской лодке – банке. Все очень по-спартански, зато экзотично, даже для нас.
самый главный пассажир почувствовал приближение суши. В интернете писали, что еще несколько лет назад приходилось выгружаться прямо на пляж. Теперь здесь есть пирс, и все выглядит намного цивилизованнее. Ну, почти. Вот мы и на острове Малапаскуа. Про местный дайвинг нужно делать отдельное видео. Я обязательно прикреплю тут ссылку, когда оно будет готово. Следующим пунктом нашего дайверского путешествия был городок или деревня Малбоол с его знаменитым круглогодичным входом сардин. Чтобы добраться в Малбоол с Малапаскуа, сначала нужно доехать до Себу, сменить автовокзал с северного на южный, там сесть на автобус, который тоже идет примерно плюс-минус 4 часа, в зависимости от пробок. Итого, вся дорога занимает целый световой день. Я специально не называю расстояние, потому что тут оно абсолютно не коррелируется со временем, по крайней мере по нашим меркам. И тут у нас тоже не обошлось без приключений. Приехав на южный вокзал, мы обнаружили, что в ближайшее время в Малбоол идут только обычные некондиционированные автобусы, а ближайший с кондиционером будет только часа через 2. Пришлось брать, что дают, и ехать на обычном автобусе с супер неудобными сидушками и всеми остановками. Но, по крайней мере, тут было больше места для ног, и мы нагло поставили рюкзаки на свободное место. По дороге наблюдаем за филиппинским трафиком. Самым популярным видом транспорта тут трайсикл. Трайсикл – это местный тук-тук. Еще по дороге можно познакомиться с местными закусками, которые продают прямо в автобусе. Любуемся горами, но автобус из-за этого едет еще медленнее. Последнюю часть пути от остановки автобуса на трайсикле мы проделывали уже в темноте, поэтому видео тут будет уже с обратной дороги. Трайсиклы, как и местные микроавтобусы, тоже не особо рассчитаны на высоких европейцев. А вот и Малбоол, и вид на море рядом с нашим отелем. Спасибо за просмотр, ставьте лайк этому видео и, конечно, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить видео о дайвинге на Филиппинах.